Холодное утро в Бруклине. Семилетняя девочка по имени Лили Картер прижала ладони к запотевшему стеклу старой пекарни. За витриной лежали золотистые буханки, пахнущие теплом и безопасностью. Она вошла внутрь, держа батон обеими руками, и тихо сказала: «Это для моей сестры. Можно я заплачу позже?» Кассирша вздохнула. «Девочка, это не приют. Без денег никак». Лили не просила снова. Просто стояла с хлебом, дрожа, но не сдаваясь. Тогда из-за столика поднялся мужчина в дорогом пальто. Он заплатил без слов. Его звали Итан Уокер, миллиардер, основатель технологической компании, человек с обложек журналов. Никто не знал, что он вырос всего в нескольких кварталах отсюда, в бедности, от которой бежал всю жизнь. Когда Лили вышла из пекарни, Итан почувствовал, как внутри что-то обрушилось. Ее голос напомнил ему самого себя, мальчишку, когда-то стучавшего в двери соседей и просившего хлеб. Тогда он поклялся, если выживет, поможет другим, но с годами забыл. На следующее утро Итан вернулся туда, где прошли его детство и голод. Ржавые лестницы, выбитые окна, запах плесени — все то, от чего он бежал. Он искал Лили. На ступеньках дети играли в мяч. Один указал на 3-й этаж. Она живет там, за синей дверью. Он поднялся. На стук дверь открылась не сразу. В щели мелькнули настороженные глаза. «Это я», — сказал Итан. «Из пекарни». Девочка впустила его. В комнате не было мебели, не горел свет. На старом матрасе лежала младшая сестра, бледная, с жаром. «Она болеет», — шепнула Лили. «У нас закончились лекарства». Итан поставил на пол сумку с едой, сел рядом и молчал. Девочка рассказала, что мама умерла, а отец приходит лишь требовать деньги. Она прячет сестру, когда он появляется. Он слушал и чувствовал, как все прошлое возвращается. Голод, страх, одиночество. «Я помогу вам», — сказал он тихо. Лили пожала плечами. «Все так говорят. Потом уходят». «Я не уйду», — ответил Итан. «Потому что я был таким же, как ты». Девочка задумалась. В ее взгляде больше не было страха, только усталость и осторожное доверие. Из угла донесся слабый голос. «Лили, я хочу пить». Она подала сестре воду, а Итан отвернулся, чтобы скрыть слезы. Он понял, что никакие миллионы не стоят забытых обещаний. Перед уходом он спросил: «Как зовут твоего отца?» «Логан Картер», — ответила Лили. «А зачем?» Мир вокруг будто остановился. Это имя он не слышал 20 лет. Логан был его братом, тем, кто когда-то оставил их мать и сбежал. Итан вышел на улицу, не чувствуя холода. Он понял, все, что пытался забыть, теперь стояло перед ним в образе 2 девочек, которым он обязан больше, чем себе. На следующее утро он закрыл офис, отменил встречи и отправил документы на создание фонда помощи детям из бедных районов. Иногда жизнь возвращает нас туда, где мы должны были остаться, чтобы наконец выполнить обещание, данное самому себе.